Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. В Мурманской области продолжается масштабная операция по ликвидации последствий тяжелой аварии на магистральных электросетях, оставившей без энергоснабжения ряд населенных пунктов Заполярья. Губернатор Андрей Чибис, координирующий работу оперативного штаба, выступил с экстренным заявлением о текущей ситуации, подчеркнув сложность стоящих перед энергетиками задач. По словам главы региона, даже при реализации самого оптимистичного сценария, предполагающего установку временных опор ЛЭП взамен разрушенных, на частичное восстановление подачи электричества потребуется не менее суток. При этом на полноценное восстановление поврежденной инфраструктуры и возврат к штатной схеме питания уйдет не меньше недели. Основным препятствием для аварийных бригад стала труднодоступная местность, в которой произошел инцидент. Место обрыва находится вдали от дорог общего пользования, среди сопок и глубокого снега. Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями, сильным ветром и аномальными осадками. Губернатор отметил, что тяжелая спецтехника буквально тонет в снегу, из-за чего энергетикам приходится пробивать просеки и использовать снегоболотоходы для доставки материалов и рабочих к точкам монтажа. В пострадавших районах введен режим повышенной готовности. Социально значимые объекты и многоквартирные дома оперативно переводятся на питание от мобильных дизель-генераторов. Краснодарский край столкнулся с транспортным коллапсом, вызванным резким ухудшением погодных условий. После затяжных ливней в регионе произошло резкое понижение температуры, превратившее мокрое дорожное полотно в сплошной ледяной панцирь. По официальным данным Госавтоинспекции Кубани, только к 9 часам утра подразделения ведомства получили более 200 заявок на оформление дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями. Только в Краснодаре зафиксировано не менее 130 аварий, которые привели к серьезным заторам на ключевых городских магистралях. Наиболее сложная ситуация сложилась на федеральной трассе М4 Дон в районе Горячего Ключа. На участке с 1362 по 1365 километр со стороны Джубги в направлении Краснодара произошла серия из 8 массовых столкновений, в которых механические повреждения получили порядка 20 автомобилей. Движение на данном отрезке было практически парализовано и осуществлялось лишь по одной полосе. В связи с произошедшим ГАИ региона инициировало административное расследование, целью которого является проверка регулярности и качества обработки дорожного покрытия противогололедными материалами владельцами трассы. Ведомство выступило с экстренным призывом к водителям отказаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости до нормализации погодной обстановки. В ночь на понедельник в южных водах Филиппин, в районе острова Балук-Балук в провинции Басилан, затонул пассажирский паром Триша Керстен-3. По последним данным, число погибших возросло до 19 человек. Судно, принадлежащее компании Allison Shipping Lines, следовало из города Замбоанга на остров Холо и имело на борту, по уточненным сведениям береговой охраны, 317 пассажиров и 27 членов экипажа. Трагедия началась около 1:50 ночи, когда экипаж подал сигнал бедствия, сообщив о серьезных технических неполадках. По словам выживших, паром начал крениться, что вызвало панику. Пассажиры бросились на одну сторону палубы в попытке восстановить равновесие. Однако судно издало громкий треск и быстро ушло под воду. Многие провели несколько часов в открытом море, удерживаясь на плаву в спасательных жилетах до прибытия помощи. Губернатор провинции Басилан Муджиб Хатаман сообщил о спасении 317 человек. В настоящее время 10 человек официально числятся пропавшими без вести, среди них капитан, 8 членов экипажа и 1 маршал береговой охраны.
На 28 января запланировано начало водолазных работ, так как судно предположительно находится на глубине около 76 метров. В связи с инцидентом Министерство транспорта Филиппин распорядилось временно приостановить эксплуатацию всего флота Allison Shipping Lines для проведения комплексной проверки безопасности. Власти инициировали полномасштабное расследование, чтобы установить степень ответственности владельцев судна и должностных лиц за произошедшее. 25 января на высокогорном горнолыжном курорте Сьерра-Невада в испанской провинции Гранада прошел сильный снегопад. Высота снежного покрова всего за сутки приблизилась к отметке в 1 метр, что стало следствием прохождения холодного атмосферного фронта. Обильные осадки в сочетании с сильным порывистым ветром привели к резкому снижению видимости и образованию глубоких заносов на ключевой высокогорной трассе А-395. Десятки автомобилей оказались в снежной ловушке на подъездах к поселку Продальяно. Водители были вынуждены бросать свои транспортные средства прямо на проезжей части, так как движение стало физически невозможным. Службы экстренной помощи и Гражданская гвардия Испании провели десятки спасательных операций, эвакуируя застрявших автомобилистов и пассажиров. Для расчистки дорог была задействована вся имеющаяся снегоуборочная техника курорта. Однако непрекращающийся снегопад мгновенно заметал уже очищенные участки. Администрация курорта Сьерра-Невада была вынуждена объявить о временном закрытии большинства подъемников и трасс из-за экстремального уровня лавинной опасности, который достиг 4-й степени из 5 возможных. Кроме того, из-за обледенения проводов в ряде гостиничных комплексов были зафиксированы временные перебои с электроснабжением. Метеорологи предупреждают, что, несмотря на прогнозируемое ослабление осадков, температуры на высоте более 2000 метров останутся крайне низкими, что способствует образованию сильной гололедицы. Власти Андалусии призывают граждан воздержаться от поездок в горные районы до полной стабилизации погоды и завершения работ по расчистке дорог. Сицилийский город Нишеми в провинции Кальтанисетта оказался на грани полной транспортной и гуманитарной изоляции из-за активизации катастрофических оползнимых процессов. После обрушения участка трассы СП-12, соединяющей город с магистралью Гела-Катания, новый мощный оползень парализовал движение и на трассе СП-10, которая служила основным альтернативным маршрутом. В результате город с населением более 25 тысяч человек фактически отрезан от ключевых путей сообщения региона. Ситуация осложняется масштабными разрушениями в жилых секторах. Из-за глубоких трещин и деформации склонов в аварийное состояние пришли десятки строений. По официальным данным местных властей, более 1060 человек были вынуждены покинуть свои жилища и остались без крова. Их разместили в пунктах временного пребывания, в школах и спортивных залах. Мэр Нишеми объявил чрезвычайное положение, подчеркнув, что город задыхается в тисках гидрогеологической нестабильности, а запасы продовольствия и медикаментов в аптеках начинают иссякать из-за невозможности проезда грузового транспорта. Правительство Сицилии рассматривает вопрос о выделении экстренных субсидий для расселения пострадавших семей, чьи дома признаны непригодными для восстановления. – 26 января в 14:56 по местному времени в провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр располагался в уезде Дебу Ганнань Тибетского автономного округа. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Стихия вызвала кратковременную панику среди местных жителей, люди в спешке покидали здание и выбегали на открытые площадки. В ряде населенных пунктов вблизи эпицентра были зафиксированы трещины в стенах домов, раскачивание люстр и падение предметов с полок. Однако серьезных структурных повреждений зданий не выявлено. Официальных сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Системы электроснабжения, водоснабжения и связи в пострадавшем районе продолжают функционировать в штатном режиме. К месту происшествия из Ганнань Тибетского округа было мобилизовано 120 сотрудников и 20 единиц техники. На подкрепление из Ланчжоу направлено еще 120 пожарных и поисковых
поисковые собаки. В настоящее время в уезде организована временная эвакуация жителей из зон риска и продолжается обследование построек. Сейсмологи продолжают мониторинг региона. За последние 5 лет в радиусе 200 километров от этой точки произошло 65 землетрясений магнитудой выше 3. Восточные провинции Канады оказались под ударом мощного зимнего шторма, который принес с собой рекордные снегопады, парализовавшие жизнь крупных городов. Особенно сильно пострадали Южная Онтарио и Квебек, а также атлантические провинции. В Торонто был зафиксирован самый снежный день в истории метеонаблюдений. В международном аэропорту Пирсон выпало 46 сантиметров снега за сутки, а в некоторых частях города сугробы достигли 60 сантиметров. В результате январь 2026 года стал самым снежным месяцем в Торонто с начала ведения записей в 1937 году. Последствия стихии оказались масштабными. Из-за непогоды сотни рейсов были отменены в аэропорту Пирсон в Торонто. Школы и университеты в Торонто, Оттаве и Квебеке закрылись. На дорогах Онтарио произошло более 430 ДТП. В провинции Новая Шотландия сильный снегопад и ветер привели к падению деревьев и обрывам линий электропередач, в результате чего без света остались тысячи потребителей. Власти Торонто заявили, что расчистка города от рекордного количества снега займет несколько дней, так как объемы работ огромны. Шторм сопровождался экстремальным холодом, что в сочетании с перебоями в подаче электроэнергии представляло угрозу для населения. К 27 января авиасообщение начало постепенно восстанавливаться, однако тысячи пассажиров по-прежнему сталкиваются с задержками. В районе курортного города Чолила, расположенного в аргентинской провинции Чубут, ситуация с лесными пожарами приобрела критический характер. После временного затишья аномально высокая температура, отсутствие влажности и сильные порывы ветра спровоцировали резкое возобновление 3 основных очагов возгорания. Огненный фронт, зародившийся ранее в зонах Пуэрто-Патриада и национального парка Лос-Алерсос, начал стремительно продвигаться в сторону жилых кварталов и сельскохозяйственных угодий, преодолевая за считанные часы значительные расстояния. К вечеру воскресенья небо над Чолилой окрасилось в интенсивно-красный цвет, и густой дым накрыл поселение Вилья-Ла-Ривадавия и Эль-Бланко, что привело к объявлению состояния максимальной тревоги и превентивной эвакуации жителей и многочисленных туристов. Стихия нанесла серьезный удар по частной собственности. В секторе Пуэрто-Кафе пламя вплотную подошло к фермерским хозяйствам, уничтожая пастбища и хозяйственные постройки. В тушении пожаров задействовано более 500 пожарных и 10 единиц авиационной техники, однако сильные порывы ветра и плохая видимость существенно ограничивают возможности сброса воды. Ситуация осложняется тем, что огонь распространяется по труднодоступным склонам, охватывая реликтовые леса и редкие экосистемы Патагонии. Общая площадь, пострадавшая от пожаров в провинции Чубут с начала месяца, превысила 40 тысяч гектаров, что делает текущее бедствие одним из самых масштабных в истории региона. На Ирландию обрушился атлантический шторм Чандра, который принес в страну шквалистый ветер и проливные дожди. Метеорологическая служба Met Éireann выпустила желтый уровень опасности из-за сильного ветра для всего государства и дополнительные предупреждения о сильных осадках для восточных и южных графств, включая Дублин. Шторм вызвал серьезные нарушения в работе городской инфраструктуры. Пожарная служба Дублина сообщила о многочисленных вызовах, связанных с подтоплениями и спасением людей из затопленных автомобилей на дорогах города. Были зафиксированы случаи сильного наводнения на улице Nutgrove Road, а также в других районах города. Сильные дожди и ветер осложнили дорожную обстановку, из-за чего возникли заторы и мелкие ДТП. Авиация, трамваи и паромные переправы по всей Ирландии работали с перебоями. Из-за падения деревьев и повреждения линий электропередач наблюдались локальные перебои с электричеством. В целом по стране из-за шторма без электроэнергии остались около 5500 домов, ферм и предприятий. К вечеру 27 января ситуация стабилизировалась, однако метеорологи
метеорологи предупреждают о сохранении повышенного риска новых подтоплений в юго-восточных графствах из-за того, что дожди выпали на уже перенасыщенную влагой почву. Серьезных травм или погибших непосредственно в Дублине в результате шторма не зафиксировано, однако материальный ущерб частной собственности и коммерческим объектам оценивается как значительный. — 27 января в 08:20 по местному времени на индонезийском острове Ява произошло сильное землетрясение. Согласно данным Геологической службы США и Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр располагался в провинции Восточная Ява, примерно в 25 километрах к югу от города Панорога и в районе города Патитан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 130 километров. Несмотря на значительную глубину, колебания земной поверхности ощущались на обширной территории. Сильные толчки зафиксированы во многих районах Восточной и Центральной Явы, а также в популярном туристическом регионе Бали и в столице страны Джакарте, расположенной в сотнях километров от эпицентра. В ряде населенных пунктов вблизи Панорога землетрясение вызвало панику. Люди в спешке покидали здания, опасаясь разрушений. По оперативным данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, угроза цунами не объявлялась. На текущий момент официальных сообщений о человеческих жертвах или катастрофических разрушениях инфраструктуры не поступало. Однако появились сообщения о трещинах в почве и незначительных деформациях старых построек в сельской местности Восточной Явы. Сейсмическая активность в регионе сопровождалась серией более слабых афтершоков, а также совпала по времени очередным извержением вулкана Семеру. 17 января в море Росса у берегов Антарктиды роскошный круизный лайнер Senek Eclipse 2, на борту которого находились сотни пассажиров, оказался зажат плотными льдами. Инцидент произошел примерно в 8 морских милях от пролива Макмердо. Австралийское судно, спроектированное для полярных экспедиций, потеряло маневренность из-за внезапного смещения ледяных масс, что заставило капитана запросить помощь. На призыв откликнулся ледокол береговой охраны США Polar Star. Для освобождения лайнера экипаж американского ледокола провел 2 близких прохода, разрушив ледяной панцирь вокруг судна. После того, как путь был расчищен, Polar Star еще 4 мили сопровождал Senek Eclipse 2 до выхода на чистую воду. Примечательно, что операция совпала с 50-летним юбилеем ледокола. Он был введен в эксплуатацию ровно полвека назад, 17 января 1976 года. Несмотря на нештатную ситуацию, обстановка на борту лайнера оставалась спокойной. Пока ледокол пробивал путь, пассажиры наблюдали за маневрами с обзорной палубы, где им подавали шампанское. В результате инцидента никто из 228 пассажиров и 176 членов экипажа не пострадал. Само судно повреждений не получило. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.